Привет всем! Вы на канале «Замуж в Индию». Я сейчас нахожусь в магазине, выбираю себе удобную обувь, потому что мы уезжаем. Прямо сегодня, через пару часов, мы уезжаем в Бангалор. Мы спонтанно решили поехать в деревню своего мужа Парама, навестить его родственник. Самое интересное, что это сюрприз. Представьте себе, никто из Парама родственников не знает, что они нас завтра увидят. И посмотрим, как они обрадуются такому сюрпризу или не очень. Ну, конечно, обрадуются. Так, но надо быстрее делать выбор, а то у нас очень-очень много дел. Вот смотрите, либо вот такие вот сандали, сейчас я их ближе покажу. Они такие простые, вроде бы как ничего в них нет, но, вот, как говорится, красота в простоте. Или вот еще, смотрите, мне понравились вот такие вот шлепанцами, тоже в таком этническом стиле, стиле хиппи, я не знаю, как правильно назвать, или бохо. Кожаные, стильные и удобные. Тут, конечно, удобно то, что вот так вот засунул ногу и побежал. А здесь, видите, сандали нужно натягивать на пятку. Но в то же время в сандалях намного удобнее. Я полюбила эту обувь после того, как приехала жить в Индию. Наверное, все-таки на сандалиях я остановлюсь. А сейчас, внимание, сейчас у нас будет небольшая распаковочка. И сразу вам говорю, это не реклама. В общем, чтобы вы понимали, то, что внутри этой коробки, я даже не выбирала. Можно сказать, Парам меня поставил перед фактом и заказал онлайн эту штуку. В общем, сейчас вы все увидите. Немножечко сохраню интригу. Давай быстрее открывай. Это, можно сказать, подарок для меня, да, Артур, и для тебя, да. Параму, в принципе, оно не так и надо, а вот нам с Артуром это, можно сказать, счастье привалило, если это действительно будет работать. В общем, ребята, это по Индии вообще, по многим телеканалам идет реклама, вот такая вот штукенция, которая надевается на нос ночью, ну, перед сном, для того, чтобы не было храпа. Парам у нас очень сильно храпит, и это мешает спать мне, это мешает спать Артуру. Я несколько раз за ночь встаю, его поправляю, ну, на другой бок как-то, в общем, передвигаю, чтобы он не храпел. Ох ты! То есть, вот, а ну-ка. То есть, смотрите, какие-то трубочки такие, которые вставляются в ноздри. Ну, не надо, Артур, фу. Может, думаю, надо продезинфицировать сначала. Как это устроено, я не знаю. Я же говорю, что я не выбирала, я даже название не знаю. Сегодня ночью проверим. Вот тут инструкция. Смотрите, как даже вот в рекламе нарисован, ну, вот этот вот муж с этим аппаратом, и рядом довольная жена, видите, счастливая жена, которая спокойно спит. Видимо, это проблема у многих индийцев. Господи. Артур, тебе, слава богу, пока это не надо. А потом тебе будет жена покупать. В общем, ребята, сколько это стоит, Парам? How much? 600. 600, это 600 рупий. Ну, дай бог, чтобы работало. Если, ну, я вам обязательно расскажу, поделюсь с вами. Может быть, для кого-то это будет тоже находкой. То есть, еще раз повторяю, это не реклама. То мне иногда пишут, что, ну, действительно, конечно, я иногда вставляю рекламу в свои видео, потому что заработать тоже хочется. Это моя теперь уже не только хобби, но и работа. Вот. Но в данном случае это просто интересно захотелось с вами поделиться. Потому что я думаю, что таких женщин, как я, очень много. С такими вот мужьями, храпунами. Знаете, мы вчера нашли 2 гусеницы в горохе. Они еще родили, да еще одну родили. Вот, посмотри, какая умница хорошая. Умная какая еще. Смотрите, сообразила, что это безопасно. А та что-то какая-то ленивая. Наверное, поправиться хочет. Наверное, придется всех 3 взять дедушке сюрприз сделать.
Он не знает еще, что мы завтра будем у него, а еще и с сюрпризом. Представляю, как он обрадуется. Вот мы и в сборе. Сейчас сядем на дорожку. Здесь, кстати, тоже эта традиция есть. И кроме того, что сесть на дорожку, еще пора, вот tradition sugar. Перед тем, как отправиться в путь, надо съесть ложку сахара. Артур, смотрите, он берет с собой этих питомцев. Я думала, может, пошутил. А Артур говорит, что питомцам тоже дай сахара, чтобы у них тоже все прошло хорошо. Ну да, логично. А вот Насим нас провожает. Насим, остаешься до главного. И наши Халим, Хусейн. Хусейн не очень хочет сниматься. Окей, бон аппетит. Иди кушай. Привет, дорогие зрители, вот это Хусейн. Ну вот, смотрите. Все, перестань. Все, наш поезд. Через 20 минут мы должны уже быть в нем. Посидеть и съесть сахар. У нас в этот раз по минимуму, видите, один рюкзак и сумка. Раньше мы ездили к Параму, раньше мы летали к Параму в деревню и брали с собой чемоданы. И там были вещи все с бирками. Парам всегда насчет этого был, знаете, таким, ему хотелось, чтобы мы просто блистали. Помнишь, before we put new clothes, даже ни разу не одеванные. А сейчас так по-простому. Увидите, на чем мы будем добираться до Бангалора. Бай-бай! Пока-пока. Мы уже спустились в Нерал, городок рядом с нашим Матераном внизу. И вот сейчас зашли в кафе Правина. Это друг моего мужа. И интересно, зачем мы сюда зашли. Смотрите, что делает Парам. Он сейчас на кухне готовит нам ужин. Ну, я чуть-чуть поснимаю, пожалуйста. Рыбу жарит. Ты там помогаешь, Артур? Чё прячешься? Говорит, я просто околачиваюсь. Это же я ему просто часто говорю, когда он на кухню приходит, когда я готовлю. Говорит, что ты тут околачиваешься? Иди уже куда-нибудь, поиграй там с друзьями. Конечно, без проблем можно было бы попросить повара, чтобы он приготовил эту рыбу, но Парам решил сам, потому что знает, что мы с Артуром не все едим. Мы не любим, когда сильно острое, и когда там они еще могут на каком-то подсолнечном масле 110-м это все пожарить. Ай, покажи. Всем интересно. Какой заботливый отец. Вы видите, Парам взял гороха для питомцев наших, для гусениц. Да, и, наверное, у вас возник вопрос, а зачем такие сложности, почему мы пришли сюда, приехали в Нерал, пришли в это кафе для того, чтобы приготовить рыбу, почему нельзя было это сделать у себя? Так вот, ребята, просто у нас к нам в Матаран рыба приезжает завтра, а запасов у нас нет. Опять же напоминаю, что мы поехали, отправились в эту поездку спонтанно. इनको साथ में लेके जाओ अभी। Все, теперь уже с голоду не помрут, так точно, в дороге. Показывает, видите, Правину показывает. Но мало кто из индийцев разделяет страсть Артура к подобным существам. Ну, в основном все считают, что это противные мерзкие гусеницы. А Артур, вы видите, как он вот где не видит, испугался. Боже мой, куда они пропали, убежали? Не, на месте? No, this is good, this is Ayurvedic. Я еще листьев туда положила. Они ж гусеницы, они ж не только горох едят, правильно? Про Правина я вам раньше рассказывала. Этот мужчина, вы видите, он уже не молодой, но он до сих пор не женат. Нет у него ни жены, ни детей. Ой, так вот сложилось, что не получилось ему. Он искал, причем у него очень
Он не индуист, не мусульманин, он христианин, ну какая-то, ну я не буду говорить, типа секты. И ему очень важно найти жену именно оттуда. А их, во-первых, не так уж и много, а во-вторых, он, скажем так, не писанный красавец. Были какие-то претендентки, но что-то то ли ему не понравилось, то ли ей не понравилось. Ну и, в общем, так вот он и одинокий, холостой бизнесмен. Это его кафе. Ну, кафе, конечно, так, как видите, скромное, мягко говоря, но тем не менее, как бы уже свой бизнес, квартира трехкомнатная. Я так, знаете, сейчас рассказываю, как будто бы рекламу делаю. То Бавина пыталась женить, теперь Провина. Ну нет, ребята, я просто так, просто рассказываю по ходу. Все, идем, а мой рюкзак? Окей, я думала, ты возьмешь. Все, дальше на поезде до Тханы. Я сегодня решила все снимать. Вот мы сейчас уже на вокзале и подошли к туалету. И вот я сейчас вспомнила историю. Здесь женщины, вот эта вот женщина, она берет деньги. То есть это платный туалет. И как-то в прошлый раз, когда я сюда подошла, она меня спрашивает, а как ты хочешь в туалет, по большому или по маленькому? Ну, в Индии есть знак. Палец, если мизинец, то это значит по маленькому, если большой палец, значит по большому. Ну, я, конечно, удивилась, думаю, ну, ладно, показываю мизинец. Она говорит, ну, хорошо, если ты хочешь по маленькому, тогда тебе вот сюда. Ну, сейчас я вам покажу, куда. Значит, здесь в туалете есть кабина, самая обычная кабинка, только внизу туалет. И есть еще вариант для тех, кто по маленькому, за вот этим вот красивым ковром. Вот это вот для тех, кто по маленькому. Вот этот вот вариант, вы видите? Но по большому сюда нельзя. Ну вон, видишь, дядя? Ну вокзал, да. Ребята, это вокзал. Этот мужчина явно выпил лишнего. И ведет себя буйно. Эти вот ребята увидели, что я снимаю на видео того пьяницу несчастного. И говорят, девушка, идите сюда, снимите, пожалуйста, еще вот этого. Говорит, вот этот вот тоже напился, и мы его только что привели в чувство. Я видела, они его водичкой холодной поливали. То есть он уже, видите, взбодрили, улыбается. А до этого он вообще был невменяемый. Так, ну все, теперь он стал знаменитым пьяницей. Окей, видите, даже на ногах не может стоять, но мило улыбается. Thank you, bye. Ой, господи, никогда не думала, что буду такое снимать. Такой, знаете, неожиданный контент. Приехали в Тану, у нас до отъезда есть еще время, зашли в магазин. Парам решил все-таки купить рюкзак, потому что вот эта вот сумка, мягко говоря, выглядит неприлично. Я, кстати, обратила внимание, какой Парам сегодня веселый, радостный. Вот даже я просматривала сейчас, пока в поезде ехали, просматривала видео, ну то, что я уже успела наснимать. Везде улыбается, такой счастливый. Ну, действительно, для него это такая большая радость, что мы едем к нему на родину. Он, когда заикнулся об этой поездке, не ожидал от меня такой реакции. Ну, чтобы вы понимали, сейчас нет такой прям большой необходимости ехать туда. Никакой ни свадьбы, никаких фестивалей. Ну, просто ему захотелось увидеть. Да, not very dark. Просто ему захотелось. Просто он у Артура каникулы, думает, ну почему бы и не поехать так. И я согласилась. Раньше, там, в прошлом году, там, позапрошлом, я бы, скорее всего, стала бы отговаривать, да, ну, может быть, не поедем, ну, смысл ехать, потому что, честно вам признаюсь, для меня вся эта поездка, это как испытание. Ну, вы потом поймете, ну, может быть, кто уже меня давно смотрит, знает, что там условия вообще ужасные. Добираться тоже тяжело, но сейчас я стала понимать своего мужа и сама бы с удовольствием бы сейчас поехала бы к своим родным. Но такой возможности сейчас у меня нет.
Так, ладно, буду помогать. Нет, Парам, no, this is look like for some teenager. Какой-то, знаете, детский. Ну, вот это, this good look, but I think very light, сильно светлый. Просто, видите, у нас такие критерии, надо, чтобы не марки был. Ну, сейчас я подключусь. И большой, чтобы был. Вместительный. Купили рюкзак за 1300. Сейчас я вам его приближу. Смотрите, такой, ну, не очень вместительный, хотелось бы больше. Все-таки пришлось сумку, думала, сейчас все переложим в рюкзак и сумку эту выкинем. Но нет, сейчас я иду с сумкой на плече, там еду, воду, ну, такое там, шлепки. У нас еще есть немножечко времени, зайдем в наше любимое кафе. Мы когда едем в Гоа, тоже всегда едем отсюда, с Таны, и заходим в это кафе. Вызываем лифт, видите, я уже показывала вам, как все здесь четенько. Вызываешь, лифтер открывает. Мужчина, где вы? Нету, без лифтера сегодня сами. О, Парам, ты справишься? Вот, смотри, какие у нас кролики. Мама где? А где мама? Артур, поднялись на чердак, нам показывают маленьких кроликов. Вот мама. Вот, все. В кафе она сейчас не лазит, сидит с детьми. Нет, Артур, ты хочешь, а она хочет с детьми со своими. Все, посмотрел, проведал, идем за столик. Все, она стала матерью, она теперь не ходит в кафе и сидит с детьми дома, как порядочная женщина. Все, thank you. Вот видите, вот этот парень-официант нас специально привел сюда. Какая-то здесь подсобка. Все, идем, Артур, идем, не будем. Thank you. Я вам еще раз напоминаю, что то, что мы завтра приедем, это сюрприз будет абсолютно для всех. Никому абсолютно Парам не рассказал. Он им звонит, то есть пробивает вообще ситуацию, чтобы они, не дай бог, никуда там не уехали. Кстати, только что он звонил своему дяде, тот сказал, что дождь там идет. Может быть, еще и завтра будет дождь. А сейчас Парам решил пошутить. Артура научил, как ему сказать, что, мол, я завтра приезжаю на их языке Канада. Артур сейчас это говорит. Ну вы поняли, то есть она как бы по идее должна подумать, что он шутит, что мы решили пошутить. А потом, ну знаете, как прикольно, когда шутка окажется правдой. Прити, это девочка, у которой мы были на свадьбе. Вы помните, это двоюродная сестра Артура. Дочка старшего брата. Ну, Артуру уже надоело. А Парам вообще, вы видите, как ему вообще понравилась эта затея. Такой счастливый, такой радостный. Господи. Приятно на него смотреть. Ради этого даже стоит. Ну все, мои дорогие друзья, продолжение будет в следующей серии. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.